Привет. Помнишь, ты как-то спрашивала, с чего начала изучать китайский? И сегодня хочу написать тебе письмо, в котором расскажу свою историю. Она длится примерно 6 лет. Боже, как же быстро летит время. Все началось где-то примерно в классе в шестом. Тогда мне очень нравилась Япония. Периодически я смотрела какие-то аниме, Тотора, Ходячий замок. Просто обожаю эти мультики. И когда мама подошла и спросила, не хочу ли я учить китайский. Честно, я даже не помню, что было тогда в моей голове, но я не задумываясь сказала «да». Я прекрасно понимала, что это разные языки, что культура этих стран очень разная. Но мне вдруг захотелось попробовать изучать что-то, что полностью отличается от нашего мышления. Тогда китайский не был еще так популярен. Я до сих пор помню свой первый учебник и первую фразу, которую я выучила. 我在进出口公司工作. А теперь представь ребенка, который учится в шестом классе и говорит такие вещи. Тогда мне было скучно и не очень интересно, так как большую часть я просто не понимала. Как я поняла, ты только начала знакомиться с этим языком. И если хочешь, я в следующем письме расскажу тебе про свои методы изучения, то, как я запоминала иероглифы. Через какое-то время, по-моему, спустя год, я снова вернулась к изучению китайского, потому что поняла, что мне действительно этого не хватает. И, наверное, именно в тот период и появилась моя любовь к китайскому. Так было примерно класса до 9, то есть один учебный год. Потом наша преподавательница поехала учиться в Китай, и, получается, примерно на год я снова сделала перерыв. Сама я не изучала, просто достаточно по банальной причине. У меня не было на это времени. У меня было куча дополнительных занятий, я просто забывалась. И где-то уже в старших классах я снова начала заниматься, и на этот раз все было более плодотворно. Мы перешли на другой учебник, который был более адаптирован для школьников, что ли. Хотя я все так же не хотела бы снова заниматься по нему, будь мне 15. Но после прохождения этих двух учебников я сдавала первый, второй HSK. В 11 классе китайский был, наверное, единственным моим утешением. Когда прописывала иероглифы, то время как будто останавливалось. И тогда, если бы не ЕГЭ, то я должна была бы сдавать третий. Но по итогу я сдала его немного позже, уже на первом курсе. И потом все, пришел конец. Я как будто попала в тупик. На первом курсе я получила так много эмоций, что моему счастью просто не было предела. Я начала находить счастье просто в элементарных вещах, в таких как прогулки с друзьями, прогулки по парку. Раньше у меня не было этого всего, у меня в принципе не было друзей, поэтому китайский был для меня всем. Но потом все изменилось. И если бы не моя подруга, с которой я познакомилась в 11 классе, честно говоря, я даже не знаю, продолжила бы я изучение или нет. Она очень помогла мне. Это, наверное, был единственный человек, несмотря на то, что она не говорит по-русски, с которой я делилась просто всем. Она поддерживала меня, и не знаю, как-то я чувствовала, что мне также хочется поддержать ее. И эту поддержку я хотела выразить в изучении языка. Наверное, благодаря ей мне захотелось снова учить китайский, но она показала мне разницу между тайваньским и китайским материковым. Не знаю, как по-другому выразиться. В общем, я вдохновилась на изучение именно традиционного китайского, потому что безумно хотела, когда мы с ней встретимся, я надеюсь, мы с ней встретимся, говорить уже на ее языке. Мы общались с ней не только по интернету,
Мы достаточно часто в то время писали друг другу письма, прям как я тебе сейчас, и отправляли разные посылки. Ее посылки всегда были такими милыми, что я даже не могу выразить это словами. Большинство вещей она делает сама, и это еще больше вдохновляло меня. Мне еще больше хотелось творить и самой, возможно, рисовать что-то. Наша переписка была на двух языках. С одной стороны был китайский, тайваньский текст, а на другой английский. Но помимо моей подруги у меня были еще и другие китайские друзья, но с ними я переписывалась немного реже. Мне вдвойне было приятно, что почти в каждой посылке она отправляла мне что-то, связанное с Тотора. Тотора — это как символ моей жизни. Да, я просто обожаю бумажную переписку. И знаешь, еще примерно, наверное, в это же время, где-то на первом курсе, скорее даже под конец или с середины, я полюбила дорамы. Это отдельный вид любви. Теперь, наверное, не проходит и дня, чтобы я не посмотрела какую-то дорамку. Даже сейчас, когда пишу тебе, я не смогла удержаться. Мое желание росло по мере того, как сильно я хотела понимать свою подругу и дорамы. Поэтому в прошлом году я в очередной раз возобновила изучение китайского. Но на этот раз я уже не планирую его бросать, потому что мой стимул, я чувствую, что он не пропадет просто так. Но в этот раз я существенно усложнила себе жизнь. Я перешла на традиционные иероглифы и тайваньский диалект. Сейчас я тебе немного объясню. Это немного разные языки. Они отличаются своим написанием и, возможно, какими-то фирменными словечками. И, если честно, сейчас я понимаю, что тайваньский нравится мне немного больше, потому что он более чистый, что ли. Они говорят так понятно и так забавно, но мне безумно нравится. А это папка, которая по факту хранит всю мою историю китайского. Это прописи, которые я прописывала вот с того самого 6 класса. Некоторые даже, кстати, перепечатывала и прописывала снова. Некоторые, как ты видишь, я с 6 класса так ни разу и не взяла в руки. Сейчас безумно стыдно стало. Но мое изучение это то, что приносит мне массу удовольствия. Сейчас я просто применяю немного другие методы, не то, что были раньше. Я стала более дисциплинированной и хорошо достаточно могу организовать свое время. И когда я ходила на курсы, я помню, мы достаточно часто пели разные песенки. Иногда они были чисто китайские какие-то, а иногда мы пели русские песни, что-то вроде «Смуглянки». Честно, получается достаточно забавно. Хотя на китайском мне версия понравилась намного больше. По этим учебникам я готовилась к третьему HSK. Точнее, я начала снова к нему готовиться вот буквально недавно, потому что думаю, мне все-таки лучше пересдать третий, а потом уже идти дальше. Все-таки я чувствую, что пока уверена не во всех своих знаниях. А это учебник, по которому я бы хотела заниматься, будь мне 15 лет. Мне тогда как раз не хватило таких ярких, красочных картинок, достаточно понятных текстов и упражнений. Это даже сейчас, несмотря на то, что мне уже далеко за 15, достаточно эффективный способ изучения. Раньше у меня были, по-моему, почти все части, по крайней мере, с первую по пятую, наверное. Но потом я скачала это себе в электронном виде, и поэтому большую часть из них я продала. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Не переживай, скоро обязательно я еще свяжусь с тобой. Пока-пока.